Всем привет! Меня зовут Марина, и это канал Делаем Сами. В сегодняшнем видео я буду переделать свои старые вещи, которые мне уже не нужны, а выбросить жалко. Накопилось их очень много. Я попробую из них сделать актуальные вещи. Первое, что я решила переделать, это юбку. Она новая, была куплена для мамы, но не подошла по размеру. Стоила копейки, поэтому я решила ее не возвращать. Обычно все длинные юбки сделаны из легких тканей, что отлично подходит для лета. Но эта юбка для меня слишком длинная и слишком широкая. Именно это я и буду исправлять. Данная юбка на резинке, это очень хорошо. Ее будет легко подогнать под мою талию. Во внутренней части сбоку делаю надрез и с помощью булавки вставляю резинку нужной длины. Далее два конца резинки можно пришить на швейной машинке. Если ее у вас нет, то можно сделать узелок. Затем распределяю резинку по всей юбке, а лишние концы отрезаю. По талии юбка села хорошо. Здесь меня все устраивает. Теперь нужно разобраться с длиной. На столе ровно выкладываю юбку и делаю отметки мылом, по которым буду отрезать лишнее. Я сделаю длину миди. Для плессированной юбки это отличный вариант. И теперь осталось обработать нижний край. Это легко сделать на верлаке. Если у вас его нет, то можно это сделать и в ателье. Или поспрашивать у подруг. Может быть, у кого-то есть верлак. В итоге у меня получилась вот такая юбка. Звучит, наверное, смешно, но это моя самая любимая юбка. Она легкая, комфортная, подчеркивает талию. Я ее ношу и летом, и зимой. Следующее для переделки я буду использовать вот такое платье. Этому платью уже больше 10 лет. Фасон не актуален, но ткань хорошая. Из этого платья я хочу сделать летний сарафан. И поэтому переделывать буду только верхнюю часть. Здесь по шву я отрезаю рукава и вставку из рюш. В итоге у меня получилось вот так. Далее я беру комбинезон. Мне очень нравится, как сделана его передняя часть. На его основе я сделаю верх сарафана. На чистый лист А4 прикладываю половину передней части. Она как раз у меня умещается до талии. Обвожу и вырезаю. И получаю простую выкройку. Далее складываю пополам платье для переделки так, чтобы боковые швы были ровно сложены посередине. Резинка на платье раньше была по линии бедер, но сейчас я ее сделаю по талии, чтобы смотрелось лучше. К этой резинке прикладываю выкройку и обвожу ее. Передняя часть будет треугольничками, а спинка будет просто прямая. Теперь отрезаю лишнее, оставляя дополнительный 1 см на подшив. Из остатков ткани сделаю лямки. Отрезаю полоски шириной 1,5 см. Складываю их пополам лицевой стороной вовнутрь и пришиваю на швейной машинке, отступая от края полсантиметра. Теперь их нужно вывернуть на лицевую сторону. Здесь я шпажкой край ткани загибаю вовнутрь и проталкиваю до другого отверстия. Далее шпажку можно убрать и легко вывернуть оставшиеся. Перед дальнейшей работой лямки лучше отпарить и прогладить. На передних треугольниках верхний уголок подгибаю наизнанку и присоединяю лямку, подгибая боковые края вовнутрь. Ниточками зафиксирую, чтобы было удобнее пришивать на швейной машинке. На швейной машинке пришиваю не только лямки, но и обрабатываю отрезанные края. Сгибаю их наизнанку на 1 см и пришиваю, отступая от края 5-7 мм. Я делаю упрощенную обработку, потому что планирую платье носить дома или на даче. И осталось присоединить лямки на спинке. Здесь я их зафиксирую аккуратно вручную. После небольших усилий получился вот такой легкий сарафан, который здорово смотрится и под белую футболку.
Из оставшейся ткани я еще сделаю небольшой ремешок. Делается он точно так же, как и лямки. Последнее, что я сегодня буду переделывать, это белую футболку. Это хорошая белая футболка, просто она невероятно длинная. Вообще непонятно, для чего ее такую сделали. Здесь возле этикетки еще немного разошелся шов. Эту футболку я просто укорочу. Сделаю ее по талии. Ровненько ее выкладываю, делаю отметки, соединяю и отрезаю лишнее. Отметки делаю не по талии, а на 1,5 см больше, на подшив. Край подворачиваю 2 раза наизнанку и прошиваю на швейной машинке. Вариант укороченной футболки очень удобен для лета. Ее можно надевать под сарафан, комбинезон, при этом дополнительная длина футболки не будет вас греть, так как она отрезана. Я показала переделки, которые очень легко реализовать. Возможно, у вас тоже найдутся подобные ненужные вещи, и вы тоже сможете их переделать. А вообще ненужные вещи – это бесплатный материал для творчества, поэтому не бойтесь экспериментировать. Отрезайте ненужные, перешивайте. Это же так увлекательно придумывать что-то новое. А своим результатом можете делиться в комментариях под этим видео.